И огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Когда мы думали об открытии, мы понимали, что должны сделать что-то особенное. И так совпало, что это особенное, к которому мы готовились уже 3 года, удалось сделать к нашему открытию. Открытие дизайн-центра здесь, в Москве. Я говорю о визите того человека, с которым вы сегодня увидитесь и чей мастер-класс вы услышите. До этого у нас было похожее мероприятие, мы возили сюда профессионалов, также очень, наверное, может быть, самого известного дизайнера США. Но человек, с которым вы сегодня увидитесь, может быть, не так известен у нас здесь в России, но в США это мега-звезда, и вы сейчас об этом поймете, особенно поймете, увидев ее проекты и работы, о которых будет подробно говориться. Все это произошло благодаря нашей опытной работе и благодаря нашей очень близкой дружбе с компанией, с которой, наверное, компания Кадо ассоциируется. С этой компанией мы работаем вместе уже, по-моему, 15 лет. Представьте, в России 15 лет. Да, мы эксклюзивно дистрибутируем компанию Fabricant. И сегодня этот человек, который начнет выступление и сделает введение в сегодняшнюю встречу, это человек, который дружит Шарлотты Мосс, и тот человек, который добился того, чтобы она сделала свою любимую коллекцию текстиля. Только у Fabricant есть ее коллекция текстиля, есть много коллекций мебели, ковров. Вы увидите все много чего, но текстиль был сделан только для компании Fabricant. И благодаря нашему успешному сотрудничеству с этой компанией, тому, что благодаря вашей работе, каждого из вас, кто знает компанию Fabricant и кто активно работает в компании Кадо, мы очень важный клиент для наших американских партнеров, и поэтому сегодня эта встреча произошла. Это все, что я хотел сказать, я умолкаю от себя и буду только переводить, но со свойственными недобавлениями. Прошу любить и жаловать, Дэвид Борисович, вице-президент компании Fabricant. First, and I didn't do this in St. Petersburg, and I should have done this in St. Petersburg, I want to thank Kado for hosting this event today. They've done a fantastic job with their new showroom. I know it's hard to interpret when somebody's saying something nice about you, but you've done a fantastic job with your new showroom, and the presentation today to everybody at Kado, Sasha, Slava, Gennady, Alicia, all the people that help every single day. I just want to thank you so much for offering to have this presentation for Charlotte today. Я этого не сказал в Петербурге и хочу исправить свою огрешность. Я очень хочу поблагодарить компанию Кадо, нашего партнера, с которым мы работаем давно и который делает блестящую работу. Лично поблагодарить тех людей, которые создавали этот шоурум. Это замечательное событие, потрясающее событие. Огромные поздравления, спасибо отдельно этим людям, которые имена были названы. Вот да, меня Саша зовут. Я вчера тоже не представился, вот теперь вы знаете, меня зовут Саша. А также Алиса, Геннадий, но те, кто работает с Кадо и Слава, эти имена говорят. Julia, okay. But most important, I want to thank all of you for coming today. Especially, I know how hard it is in the traffic to come out to these events. We really appreciate that you all made the time today to come and see Charlotte and her presentation. Я не первый раз в России, я знаю, что такое российское движение на дорогах. Я очень отдельно вас благодарю за то, что, несмотря на пробки и сложности этого города, вы сегодня здесь вовремя, и мы сейчас начинаем. Спасибо. This is the first time that I've come to Russia in 10 years. I've come for 10 years in a row. That I don't have to be up here and speak, which is a great feeling because somebody else is going to come up here and speak, and she's much better at it than I am. Ну, я уже первый раз в России, и много раз меня видели здесь выступающим. Я сегодня буду постараться быть скучным. I want to talk a little bit about Шарлотты Мосс and tell you a little bit about her history. Несколько слов о Шарлотты Мосс и истории, как все происходило. Since Charlotte opened her business in 1985, she's been designing private residences and executive suites all over the world, in the United States and the Caribbean in particular.
Творчество Шарлотт началось в 86 году. В 85 году. И это работа в основном США, по всей территории США, дома, проекты различные, там, квартиры. Believe it or not, though, she didn't start off as a decorator. Charlotte started off on Wall Street. Если вы думаете, что это человек с образованием декоратора, это не так. Свою профессиональную деятельность Шарлотт начала как финансист на Уолл-стрит. Действительно, она работала финансистом на Уолл-стрит. But she fell in love with decorating, thank God, and now she decorates all over the world. Она всегда любила декор, и спасибо, что она приняла то решение стать декоратором, изменить свою судьбу, изменить судьбу декора в США. Not only does she decorate, but she also creates. Charlotte has created a furniture line for Century. She's created carpets for Start Carpet. She's created china for Picard. Это не только декоратор. Шарлотт также как человек талантливый во многом. Это еще и создание предметов интерьера для Century Icons, для мебели. Это фарфор для Picard. Most importantly, fabric. И, конечно же, для меня это та работа, которую мы сделали совместно для компании Fabricat в текстиле. And it's been so successful, this first launch, that she's already starting work on her next launch of fabrics for us. И я хочу сегодня анонсировать, что скоро выйдет следующая коллекция Шарлотты Мосс для Fabricat, вторая линия. Charlotte gives lectures around the world and has actually created 8 books that she sells everywhere. Она также известна как автор, писатель, и издано уже 8 собственных книг, которые хорошо продаются везде в мире. And the most recent is called The Visual Life: Scrapbooks, Collages, and Inspirations. And she's and that book is available for sale in the showroom afterwards, and she'll gladly sign any of the books. И книга, которая стала неким резюме предыдущих работ, вы сегодня ее сможете здесь приобрести. И те, кто первые смогут ее приобрести, приобретут ее с уникальной подписью, которую она сегодня сделала каждой книге. Книги, я сразу скажу, где можно будет приобрести, я потом еще напомню. В шоуруме Кадо, в шоуруме именном Fabricat, вам надо будет встретиться с Олесей и с Дашей. Знаете, пожалуйста? Вот. Ну, те, кто работает с Кадо, эти книги знают. Олеся и Даша — это те люди, которым можно прийти купить книги Шарлотты Мосс, а также посмотреть стиль Шарлотты Мосс, попробовать его, познакомиться с ним более подробно. Charlotte has been published in magazines around the world. Elle Decor, Traditional Home, Veranda, Architectural Digest. Every single magazine that's in the shelter category has products and designs that Charlotte has designed. В люксовой категории, наверное, нет изданий, которые не публиковали бы проекты Шарлотты Мосс. Если мы говорим не только о американских изданиях, но также о европейских изданиях, вы видите, я их буду даже переводить. Не только ее работы, проекты в самом издании, но и обложки многих-многих номеров были украшены как раз ее проектами. In the last couple of years, she's received the Elle Decor Vision Award, and she's been listed in the top 20 worldwide designers by Traditional Home. Среди ее десятков многочисленных международных наград есть одна из последних, может быть, одна из самых влиятельных. Она была признана журналом Decoration как лучший декоратор мира и вошла в двадцатку по их рейтингу, в двадцатку лучших декораторов мира. Beyond the work that she does in interior design is это как раз фотографии книги, которые вы сегодня сможете приобрести. И если их книг не так много, их гораздо меньше, чем у вас здесь присутствующих, но мы не знали, сколько захотите приобрести ее книгу, поэтому все, кто никому не хватит, могут сегодня оплатить, и мы в течение месяца вам доставим, вы шоурум можете забрать. Ну, либо вам доставим в ваш город. That was long for something that I just said. I just I'm just teasing. Beyond the interior design work that Charlotte does, which she loves even more the work that she does for her charities. Еще крайне важная часть жизни Шарлотты, ее активности социальной, это благотворительность. И когда мы встречались в Петербурге, ее спросили в конце, у вас тоже будет в конце возможность подготовить свой вопрос, задать свой вопрос. Так вот, ее спросили, есть у нее мечта. Она долго думала и ответила, что
наверное, ей бы хотелось, чтобы сейчас, несмотря на работу и на зарабатывать деньги, у нее было больше времени на те благотворительные проекты, которые она делает и которые она тратит очень много времени. She serves on the boards of the Bone Marrow Foundation, Monticello, Thomas Jefferson's Home, and she's involved with the Museum of FIT and on the board of the advisory board of the School of Interior Design, among other things. Здесь вот перечислены основные организации, с которыми она работает. Вам может ничего не сказать, я вам сделаю легкий перевод. Значит, один из фондов Bone Marrow фонд, он занимается борьбой рака с позвоночника. Это как бы медицина. Монтичелло – это вилла, принадлежавшая одному из первых президентов Томасу Джефферсону. Это потрясающий музей, сохранившийся с интерьером 200-летней давности, полностью сохраненный. И он живет на деньги спонсоров, на деньги благотворителей, и она входит в управление этого фонда. Также она является почетным, можно так перевести, почетным академиком и одним из управленцев Института дизайна и так далее. So now you've heard enough from me. Please welcome Шарлотты Мосс. Я уважаю, пожалуйста, Шарлотта. Hello. Привет. Who speaks English? Имейте руки, кто говорит по-английски. После того, как я сказал по-русски, поднял руку гораздо больше. After I said it in English, more people raised their hands. More translators. Okay, so today I would like to spend some time sharing with you my creative process, how I get inspired, how I get my ideas. Сегодня я бы хотел поделиться с вами некоторыми своими секретами или тем, как я работаю, как я вдохновляюсь, откуда я беру идеи и как происходит мой творческий процесс, мой рабочий процесс. I get inspired a lot of different ways. One is to travel. This is my travel schedule for the last couple months. Going to places to lecture. В первую очередь это путешествие. Пожалуйста, это мой дневник, реальный мой дневник, да, то есть мое расписание жизни. Вы в том числе видите здесь поездку в Москву и в Санкт-Петербург, жирно в мае. Как видите, большая часть моей жизни проводится в путешествиях, когда я имею возможность впитать что-то новое, выйти из рутины. I don't like sitting still. Я никогда не люблю быть на месте. Это важно. And I always take my camera and take pictures of everything. Я всегда с камерой, всегда она у меня в сумочке, и постоянно идет процесс фотографирования, постоянный процесс выхватывания. Я подтвержу эти слова, когда Шарлотта прилетела вечером, уже это был понедельник, в Санкт-Петербург, мы предложили пойти там в ресторан, отдохнуть, и тогда она осталась одна и пошла гулять фотографировать. То же самое повторилось на следующий день. I think the things that inspire me the most are travel, people, and I get inspired when I'm the most relaxed. Две вещи, наверное, самые основные. Это первое — путешествие, и второе — это люди, которых я встречаю в путешествии в рамках работы. И все это может родить идеи только в том случае, если я расслаблена, а не напряжена и не нахожусь в рутине. But I'm also a collector. What we call in America a pack rat. Translate? Pack rat? No? Let's see. Hoarder? Maybe? Anyway. I collect textiles. I'm always tearing articles out of magazines of other people's decorating work because my colleagues and other people in the industry also inspire me too. Дальше, если говорить о технике, это постоянный процесс собирательства. Я бы назвал это даже не коллекционирование, а именно собирательство. Это постоянная подборка и сбор любой фотографии, которую я сделала сама или которую я вижу в журнале. Это кусочки текстиля, какие-то маленькие предметы, которые меня нравятся, почему-то запоминаются, чем-то меня цепляют. Я их постоянно собираю и коллекционирую, и организую даже особым образом.
And I am a voracious reader and note taker. For instance, when I read books, I write a book report. I write the name of the book, I write who wrote the book, and I take notes about what was in the book. And I put them in these little leopard journals. Это также постоянное коллекционирование мыслей и каких-то соображений, идей, выводов, которые я черпаю, в том числе из чтения. Эта привычка появилась с детства, может быть, с 10, когда в своих маленьких ежедневниках я начала записывать какие-то небольшие отчеты, какие-то идеи по поводу того, что я прочитала. И это по-прежнему продолжается. Это фотографии не просто имиджевые в текстуре, а блокнотики, книжки, в которые я записываю свои идеи, впечатления, ощущения после прочитанного. But the thing that I do the most is when I take pictures, I create scrapbooks. Scrapbooks? Yeah, scrapbooks. I don't paint, I don't draw, but I take pictures and I cut and paste the photos and put them in my scrapbooks. В силу своего финансового образования я не имею больших талантов в рисовании, разукрашивании и так далее. Поэтому я занимаюсь гравюрой, я занимаюсь коллажами, я собираю все, что я нахожу, и формирую из них некие коллажи. Вот то, что вы видите, это реальная моя работа, я делаю почти каждый день. Вот так вот это все собираю и размещаю на неких дизайн-бордах, на листочках, в которых я оформляю некие композиции из кусочков от материалов. The artist David Hockney said, the more with technology, the more we all need scissors. Дэвид Хоукни как-то сказал, и это выражение я его запомнил и применяю, то есть чем больше у нас в жизни технологий, тем больше нам нужны ножницы. So I use my scissors, and whenever I make a trip, I make a notebook. Вот эта фотография, это тоже не что-то имиджевое, это реальная полка в доме Шарлотт, в которой находятся книги, уже зашитые в кожаном переплете, которые содержат вот эти коллажи, которые она собирает из каждого своего путешествия. Вам, может быть, издалека не видно, но здесь на корешках написано, например, Капри, Франс, England, Egypt, ну, понятно, Турция, страны. Или, например, есть такой раздел, аж 3 книги посвящены Garden. Oh, my garden in the country. Yes, да, например, есть 3 книги вот на одной из полок, содержат фотографии или кусочки фотографий, которые Шарлотт делает в своем собственном саду. 3 книги фотографий своего собственного сада. You're getting pretty good at this. You can give my talk. Yeah. But the other thing I collect, and I think a lot of decorators do this, we all keep pictures of things we like that inspire us. And so I keep them in boxes, art, rooms, objects, gardens, articles, and I use them in my work to create storyboards to present to my clients. Помимо этого, у меня есть, безусловно, огромный объем фотоматериалов, которые я печатаю и раскладываю их вот по таким ящичкам. Здесь вы видите статьи, сады, различные объекты, комнаты, коллажи, искусство. Там собраны фотографии вот по этим разделам, и я использую все это для того, чтобы обсуждать и вести переговоры с моим клиентом. Нет никакой другой возможности донести свои мысли в дизайне, кроме как показать. Никаких слов для этого не хватит. So, the other thing I said was there are a lot of things that inspire me, and I'm going to talk about more of them. But one of the things that I like to do when I need to get myself fired up, is that going to translate? Yeah. Fired up. I get in my kayak and I row the boat, all by myself. Or I spend time in my garden. Time by myself gives me a chance to think, and that's when I get my best ideas. Творчество – это не только знание, это еще и мотивация, это эмоции. И чтобы зажечь себя, вообще что-либо творить, сжечь и создавать, нужно иметь какой-то источник энергии. Для меня это 2 вещи, мои 2 хобби. Первое реальное, вот слева фотография, это мое время на каяке. Очень успокаивает и очень позволяет сосредоточиться. И второй мой сад, в котором я провожу очень много времени, просто банально ухаживая за цветами, высаживая, пропалывая, обрезая и
и так далее. Это очень расслабляет и очень позволяет проветрить. We all need time off. Всем нужно время на отдых и время на себя. And when I have time off, I like to read all different types of things. And I write about them on my blog, and I also write for the Wall Street Journal, so every once in a while I get a chance to write book reports for them. Время на себя для меня значит чтение. Это важнейший источник энергии, мыслей и просто отдыха. И у меня есть возможность также, благодаря тому, что я вообще-то известна, отражать свои мысли, свои выводы какие-то в блогах, которые я веду. Есть блог «Тет-а-тет», он очень известен, вы можете найти в интернете, который ведет Шарлотт. Есть отдельный блог, кстати, который ее посвящен только фотографиям, он содержит только фотографии, ни слова. И также она ведет, например, колонку в Wall Street Journal касательно дизайна и чтения книг. And I like just wandering the streets sometimes. Whether it was today in Moscow, this morning, wandering the streets taking pictures with friends, or always wandering the streets of Paris. Ну, это типичное мое состояние, когда я бываю в путешествиях, это быть одной, быть просто на улице, наблюдать, смотреть. И сегодня я также утром провела, правда, не одна, а с друзьями, делая фотографии, просто чувствуя город. And always with a camera. Но всегда с камерой. And I like sharing things with other people. This was an opportunity at a program for other students and designers to share what I've learned over the years, and also to share experiences about decorating with clients. Мощнейший источник вдохновения и новых мыслей приходит во время диалога, когда ты не слушаешь, а наоборот делишься и рассказываешь что-то, озвучиваешь что-то, например, в лекциях студентам, в семинарах, которые я веду, в различных обучающих программах, где я рассказываю о своих проектах, у меня самой появляется масса новых идей и новых энергий. I think it's very important when you get older, as I am, to share what you've learned with younger designers. На какой-то период для меня сейчас принципиально важно, когда становишься старше, делиться, и это огромная награда. So, I just want to say one thing about the creative process. It's really great when you're working at it, or it's really great when you get an idea because you were relaxed and something happened, but luck is a very good thing. Помимо того, что когда ты тратишь, нужно расслабиться, есть еще одна вещь, это удача. Это очень важно. So as David said, I've designed some collections for other companies. Century Furniture in the United States, we did a furniture collection about a year and a half ago. Есть очень известный бренд в США, мебель это Century Furniture. Вот это ее именная коллекция мебели, которая была сделана 1,5 года назад, последняя коллекция. And all that picture taking that I've been doing, I've been able to make a collection for a company called Soja Marin, and they have sold my art under license to other stores in. Просто мы сейчас не рекламой занимаемся, просто рассказываем, как живет дизайнер или декоратор, чего стоит его жизнь, чтобы, возможно, вас вдохновить на что-то. И, например, еще одна форма ее работы, ее активности, это есть бренд США, называется Soja Marin, они продают фотографии. И под ее собственным брендом они продают фотографии, которые она делает сама, собственноручно, фотографии садов. Это тоже и бизнес, в том числе, но и хобби. So I've made a business out of relaxing and vacation. Представьте, я этот бизнес делаю, когда я отдыхаю, когда я в отпуске фактически, да? То есть это деньги, которые я зарабатываю в рамках своего отдыха, на своем отдыхе. And one of the things I really enjoyed doing here was designing ECAT carpets for Stark, based on some antique textiles that I've collected, and also some sisal carpets. Есть очень престижный люксовый бренд в США, называется Stark, у них есть линейка ковров. Для них Шарлотта делала коллекцию
в технике ИКАД, в восточных техниках с эффектом состаренности. Свою линейку именую «Первого». And I love entertaining other people, and so I love China, and I can't buy enough. So I decided to design some for a company, American company called Picard. Для меня, в общем, встречи с друзьями, отвлечение тоже важная часть жизни, и когда ты встречаешься, комфорт в столе, это важная часть декора. У меня тоже было абсолютно хобби, я коллекционировал различные античные вещи, и поэтому проект Спикард, когда я делал для них свою именную коллекцию конформа, тоже стало неким формой хобби, которое мне превратилось в деньги. So when time came to create a collection for Fabrica, which has been a really terrific experience for me, to be able to, one, have the opportunity to create a collection, and two, the opportunity to collaborate with a great team. Один из последних проектов сотрудничества с производителями стала работа с Fabrica. Для меня это потрясающе уникальный опыт, потому что это душа этой компании, очень светлая, активная, яркая, и это было замечательное ощущение от всей работы, от процесса даже, не только от результата. So, one of the important messages here about decorating is all in this sign. You'll have to help me here. So, вот принцип, по которому создавалась эта коллекция, закрыта вот в этой рекламке, да, которая была сделана для продвижения коллекции, и вот фотографии, на которой висит плакат на заднем фоне. So this was the ad for Fabrica, and in America we have rules on the beach. Основа этой рекламной кампании была в том, что в Америке у нас есть прямо на всех пляжах есть правила соблюдения порядка на пляже. Okay, so I don't believe in rules, and especially when it comes to decorating, I think you should break them. So we decided that we would break all the rules on the beach, which means that you should break the rules in decorating. Make sense? Да, когда вообще для меня есть принцип, об этом мы тоже дискутировали в Питере, какой принцип вообще создания декора. Вот для Шарлотты это отсутствие правил. Он говорит, когда мне кто-то говорит, что есть правила для создания классного дизайна, вот по этим правилам надо действовать, я не верю этому человеку, и я делаю наоборот. Мой принцип нарушает эти правила. Она сказала еще важную вещь, может мы об этом не скажем в переводе, но я добавлю. Тоже опять как бы ее спросили, а что для вас является изюминкой проекта? То есть всегда это есть, вот, чтобы можно было отличить ваш интерьер. И она ответила, что я не хочу, и она подчеркнула, чтобы когда-либо про мой интерьер сказали, это же интерьер Шарлотты Мосс. То есть, чтобы это было как клише, да, вот это вот стандартный интерьер Шарлотты Мосс. Один вещь. И возвращаясь к рекламной кампании и к тому, как создалась текстильная коллекция, то вот есть такие правила на стандартный плакат, взятый из пляжа. Здесь указано, что не парковаться, без собачек, пожалуйста, не ловить рыбу, ничего. Я не вижу. Никаких пикников, без музыки, без громкой музыки. No rules. Да, поэтому вы видите замечательный автомобиль, собачек в большом количестве, подготовка к пикнику, музыку не слышно. Bravo, we got to that. Да, должно быть такое, пытаемся здесь сделать что-то. So I'm just going to go quickly through some of the fabrics that we did for Fabrica. Я не буду вас сильно отвлекать на коллекцию, вы сможете посмотреть шоу-ролик маршруте Fabrica. Вот несколько из паттернов, которые были созданы. This is Caroline, which is based on actually baskets in my collection. They sort of presented themselves to me one day, and when I was arranging flowers, and I looked up, saw baskets, and decided. Вот, например, I saw those baskets. Вот корзинки. Видите, что-то похоже на принте. Вообще, как это получилось? Вот этот дизайн Caroline был создан, когда я сидел у себя в саду, занимался цветами, и я поднял голову и увидел в определенном ракурсе корзинки, которые стоят у меня в саду для украшения сада. Они там стоят уже не один год. И я решил, я хочу это на принте. Вот это так получилось. Ethel is a linen that was based on apples in my garden.
Этот дизайн называется Apple, это один из сортов яблок. Как вы видите, это опять же яблоки из моего сада, ничего как бы сумасшедшего. И вот получился такой принт, ровно, вдохновившись